В нашем мире, будь это океан или неизведанные пещеры, хранится множество тайн, о которых люди даже не догадываются из-за повседневной суеты. Также существует множество теорий, а иногда видеодоказательств того, что помимо той реальности, которую знаем мы, существует реальность потусторонняя. Но так ли это? Привет, любители ужасов! Меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы вместе с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев, пытаемся понять, где правда, а где нас обманывают с помощью монтажа. Хоть я и скептик, но на все 100% сказать, что мистики не существует, я не могу. Так как некоторые видео, которые попадаются в интернете, бывает попросту не объяснить. И сейчас я вам продемонстрирую те самые некоторые видео, в которых всегда скрывается доля сомнений. Устраивайся поудобней, мы начинаем. Погнали! Несколько кадров, снятых Есть мужчиной, несколько живущим кадров. на Ямайке. Он утверждает, что заснял на камеру что-то паранормальное. По его словам, соседний дом уже некоторое время пустует, но в последние несколько ночей он видел что-то жуткое по ту сторону забора на заднем дворе. Это происходит каждую Забор-то ночь, и он такси. уже отчаялся найти ответы. Поэтому, когда солнце садится, он берет телефон, выходит на улицу и включает запись. Как в страшной сказке. Берет фонарик ночью и включает камеру. Каждую ночь я встаю и Ёпта. говорю: «Эй, я женщина, эй». And Alia say, hey. Alia say, woman. Аляси Вуман. Эй, Ты бы встала и посмотрела. Запугала. И каждую ночь кто-то приходит к самому яркому свету, и я хочу, чтобы женщина, которая стоит там, сдвинулась с места. Опыты. Woman. Move. А почему ты не можешь и нормально лицо снять? Сдвинулась. Эй, куку! жуткая фигура, похожая на женщину, неподвижно стоит по ту сторону забора. Мужчина кукла стучит такая. по забору и просит фигуру сдвинуться с места, но она просто стоит, не двигаясь ни на дюйм. Через несколько дней мужчина загружает еще один ролик. На этот раз он показывает то же самое место по ту сторону забора, но днем там ничего нет. Поэтому Только я ночью хочу показать выставляют. вам, ребята, что днем там ничего нет. This thing is not here during the day. Look. Смотрите, ничего нет. То же самое место, все то же самое. Мы не можем подойти к дому и людям. Типа тот случай, когда зайди к соседу, это же получается не его забор, правильно? Зайди к соседу, спроси, что за наказание у вас там. Вы выставляете кого-то в угол, только не дома, а забора. Ну что это такое? Но это то же самое место. It's the same spot. То же самое место, все то же самое. Днем там ничего нет. There. During Теперь the day. зрители, посмотревшие этот ролик, настроены скептически. Мужчина Конечно. говорит, что дом, в котором появляется эта жуткая фигура, заброшен. Поэтому он и несколько дом зрителей заброшен. считают, что это что-то зловещее. Эй, Хотя вот оно некоторые что. думают, что это манекен или пугало, Ну, которое похоже кто-то на поставил, куклу. чтобы Просто напугать. странно, что каждую ночь кто-то его ставит. Но что, по-твоему, здесь происходит? Напиши мне об этом в комментариях. Мистификация. Следующее жуткое видео было выложено в социальных сетях неким пользователем, который утверждает, Я-то что уж думал, столкнулся куда с чем-то выкладывают все по-настоящему видеоролики. пугающим. Социальные сети, оказывается. Подробностей об этом видео мало, но вот что мне удалось выяснить. Недавно Сань, этот чё ты мужчина язвишь? получил в наследство от своей покойной бабушки декоративную куклу. С тех пор в его доме стали происходить странные вещи. Так, опять с куклой что-то По его связано? словам, в его доме всегда было тихо и спокойно, пока не появилась эта кукла. С тех пор он стал замечать, как предметы необъяснимым образом падают с полок, слышит зловещий шепот, эхом разносящийся по комнатам, и даже видит тени в углу. Вас уже как Убежденный, страшно? что кукла проклята, он решает снять на видео, что произойдет в следующий раз, когда случится что-то странное. И однажды он снимает это. Ага. ตรงนี้ต้องวางตรงนี้เอ้ย Да вот он дотронулся же. Да? Видно было, как он типа дотронулся. Whoa.
Он осматривает куклу, но вдруг слышит какой-то звук за спиной, оборачивается и видит, что что-то прижимается к занавеске. Но когда он отдергивает занавеску, Вот там видите, он ничего трогает. нет. Кто бы или что бы это ни было, оно таинственным образом исчезло. Сука. Как он нас обманул? Смотрите, если там проход в дверку с балкона, то, по идее, чтобы создать такую тень, нижнюю часть тела нужно было как бы отдалить, да, вот так вот сделать. А потом, когда он резко вот это вот, типа, я испугался, он дотронулся, во-первых, до руки, видно было. Когда он испугался, видимо, прошмыгнула, ну, наверное, его девчонка или кто там мог быть-то с волосами. Прошмыгнула под ним, и все. Вот так это делается. Мистификация. Но на этом ужас не заканчивается. Вообще не В другой заканчивается. раз, когда мужчина отдыхал дома, он услышал какой-то шум в гостиной. Он пошел проверить и увидел это. А, он есть с ноги хотел, да? Блин, видно, это кадры, ну, на монтаже сделаны, то есть То, отрываются что кадры, появилось видно. накануне, снова прижалось к занавеске. Мужчина поступил так, как поступил бы Каспер, и начал драться. Каспер? Но то, что было там, снова исчезло. Мы уверены, что это что-то демоническое, связанное с куклой, Ну, и не знаю, поэтому что немногие думаете. из элиты выкладывают это видео в социальные сети, а зрителей оно пугает. И, как и многие другие, они считают, что его преследует какая-то зловещая Смотрите, это сущность. коснется. Но Видите? что вы думаете по Коснулся. этому поводу? Дайте мне знать. Человек из США был дома один поздним вечером, когда его мать задержалась на работе. Ну, само Он собой. не знал почему, но всю ночь его не покидало чувство тревоги. Мгм. Он решает пригласить друзей, надеясь, что в компании ему будет спокойнее. Вот. Сначала все кажется нормальным, просто обычный вечер в компании друзей. Но затем, откуда ни возьмись, раздается звук, от которого Появился все в рот вздрагивают. шпинат. Я буду дома минут через 10. Не волнуйся. Когда его мать наконец возвращается домой, она застает его и его друзей в панике. Они уверены, что кто-то или что-то проникло в дом, Здоровые пока они лбы были одни. испугались. Чтобы не Чего-то. рисковать, они решают позвонить в полицию, которая быстро приезжает и тщательно обыскивает дом. Но после того, как они осмотрели все комнаты и опросили перепуганных подростков, полиция ничего не нашла. Никаких признаков А взлома, что они никаких увидели? следов проникновения, просто пустой дом. Или не просто. Стекло, металл. На что это похоже? Я подумал, что это был просто громкий стук, а потом вспышка. Но после этого мы просто остались наверху. Ты слышал, черный? Да, да. Ты не можешь. Видеть это? Переводчик расист. Группа французов пыталась убедить себя, что это была ложная тревога, но потом они решили пересмотреть видеозапись, которую сделали, когда услышали шум. Давай, покажите, И то, конечно что же, они что ж мы, увидели, блядь, привело смотрим это их просто в так. ужас. На слово не верим. Увидимся. Я тоже тебя люблю. Пока. Пока-пока. Стук и вспышку мы должны, да, по-моему? Ага. Ау. Ау. Пьем с другом. Да нет, их, смотри, раз, два, трое. Что? Что, блин? Ты заметил? Нет. Посмотри внимательно. Давай. На кадрах видно, как что-то движется наверху, и все клянутся, что в это время там никого не было. Вообще наверху.
Если мы замедлим видео, то сможем увидеть, что там что-то есть. Но что ты думаешь об этом видео? Это было паранормальное явление или есть Вы другое? просто подумайте, сколько всего было сказано ради вот этого микромомента. То есть, получается, они ментам говорили о том, что они слышали стук, вспышку, там что-то, да, вот это вот. По факту этого ничего не произошло от их рассказа. И тут из всей мистики показывают, что кто-то прошел там. Типа это странно, но я имею в виду как-то несостыковочка, что ли. Или перевод неправильный, не знаю. Ну, в общем, смотрим дальше. Видео о призраках было загружено фотографом и охотником за привидениями Филом Кошем. В Ой. клипе Вилла и его сын проводят расследование на чердаке дома с привидениями. Говорят, что в этом доме водят... Представьте на секунду, что я сейчас бы снимал видеоролики свои, ну, которые на заброшках, там проверка не с друзьями, а с батей. Я понимаю, что у каждого там по-своему отношение с батей, но представить это я просто не могу. привидения, и хозяева дома неоднократно сталкивались с необъяснимыми явлениями, особенно на чердаке. Они слышали приглушенные голоса, шаги, которые будили их по ночам, но когда хозяева поднимались наверх, чтобы проверить, они чувствовали, что температура там резко падала. Но никого и ничего Надо там не было датчик находили. температуры взять. Фил и его сын приехали в этот дом и установили свое оборудование на чердаке, включая камеры ночного видения, и то, что они засняли, напугало зрителей. Давайте. Пол. 56, а Потолок. сейчас 70. Ну, сейчас примерно 12 Слышали? часов 30 минут, и кажется, прошел час с тех пор, как мы слышали эти шаги. Но я не знаю, откуда они. Какая у нас средняя температура? Около 37-38. Вот почему я золотой. И у меня температура 0,2 по всему Это да. помещению. Сейчас 45. 50. Ты О, ж у меня мой 50. золотой. Я получил показания. Ладно, я понял. Элма. Элма. Батяша, это прям... 45. 50. У меня 50. Я получил показания. Когда Вилла и его сын увидели, что температура в помещении Блин, ну резко стрёмно. упала, стул, стоявший перед ними, вдруг сам по себе начал двигаться. В Типа, ужасе Вилла и его кто кого сын там выбежали пранканул? с чердака. Но на этом кошмар не закончился. Когда Фил просмотрел отснятый материал, он обнаружил кое-что, что повергло их в шок. Ну-ка, Они не ну-ка, знали, удивите. что это было, когда они проводили Мы свое тоже не увидели. расследование паранормальных явлений. Прислушайтесь внимательно. Про звук, да. Слышен шепот, похожий на голос маленького мальчика, Seven, который да. говорит «Я хочу выйти». Мне показалось Севен говорит. Это он Севен говорит. Благодаря этому новому доказательству, которое попало на камеру, Фил убедился, что в доме этой семьи обитает призрак. Теперь он считает, что Ну всё, записанные на призраки видео звуки, существуют. похожие на А мы электронный тут голос, что-то это... принадлежат призраку. Думаем, паримся. Фил Вот. Кош назвал это видео Отцу, «Призраки на чердаке», сыном и я зрители доверяю. считают, что он запечатлел там призрака. Батя Что вы явно чуть думаете? там, блядь, не остался. Действительно ли на чердаке этого дома обитает призрак маленького мальчика? Напишите комментарий и дайте мне знать. Жуткий клип был выложен в социальной сети Тони Лоури. Однажды Тони утром, когда Лоури. маленький сын Тони собирался в школу, камера наблюдения Тони зафиксировала нечто, что заставило ее поверить, что в ее доме могут водиться привидения. Мгм. Вот что зафиксировала камера наблюдения Тони. Ну-ка, удивите нас. Вы это слышали? Слышен бестелесный голос, спрашивающий, как вы меня нашли. И сын Тони роняет тарелку и бежит искать свою мать. Просмотрев запись с камеры, Тони тоже был потрясен, услышав это. Затем, несколько дней спустя, Тони разговаривал с соседом. Чё? Сын Тони? То есть, получается, это был малый? Я подумал, это и есть сама Тони. Да, давайте смотреть. Который жил в этом районе на протяжении десятилетий. И они упомянули, что предыдущий владелец этого дома скончался более 20 лет назад. Тони считает, что голос, который слышал ее сын, и то, что было записано на камеру, может быть чем-то паранормальным. А как вы думаете?
Следующий загадочный клип был загружен маленькой искательницей приключений, которая однажды Маленькая поздно вечером аутистичная. возвращалась домой, когда заметила что-то краем глаза. У меня нет сомбреро. Твою мать. Возвращаемся в магазин нахуй за сомбреро. Опа. Мужик был, мужика У нет. вас нет его, перо нет. Да-на, о. Можно увидеть таинственную темную фигуру в шляпе, сидящую за столиком у окна. Пройдя еще пару шагов, этой фигуры там уже нет. После того, как он выложил это видео в свой аккаунт в социальных сетях, зрители были шокированы, многие говорили, что эта фигура похожа на зловещую тень человека в шляпе. Человека в шляпе часто описывают Ну, естественно! Блять, вот люди пишут о том, что это, скорее всего, зловещая тень человека в шляпе. Я-то думал, это крокодил, блядь, сидит или чебурашка. как высокую темную фигуру в широкополой шляпе, которая появляется во время приступов сонного паралича или в моменты сильного страха. Понятно. У бабы просто не было, блядь, Некоторые сомбреро. считают, что человек в шляпе не просто пассивный наблюдатель, а зловещая сущность, преследующая своих жертв, питающаяся их страхом и возвращающаяся снова и снова. Сейчас вот смотрите, давайте представим, давайте поиграем, так сказать, в игру. В данный момент, если есть какая-то доля там у вас того, что вы, может быть, видели что-то или слышали что-то о ком-то или как-то, просто наберите в интернете. Мне кажется, сейчас что не вбей. Черный человек в шляпе. Про него будет история. Зеленый лилипут 8-го поколения. Там тоже про это будет, мне кажется. Куда ни ткни, сейчас в интернете истории про чего есть, мне кажется. чтобы мучить их. Но что вы думаете об этом? Этот Думаю, человек преследует вот Даниэлу? странно Напишите просто, в но комментариях, фиг что вы знает. думаете. Выложил это видео под названием «Призрак на Кевин камеру. Охотник за Дьявольская призраками. тропа». Я запарился какой-то крик, канал, Александр. Тут нужно было просто Александр Охотник за призраками. Или Александр, который не верит в призраков. Так. Видите, говорю в момент того, что пока диктор ни хрена не переводит. И согласно местной легенде, дьявол по ночам ходит кругами по этой поляне. Кевин и его друзья зашли в круг и случайно засняли это. Станьте, дети, станьте в Мне круг. пришлось срочно уйти. Я стал в круг и провалился. На заднем плане видна призрачная фигура, но кто или что это? Кевин написал в описании к видео, что они понятия не имели, что это произошло, пока не посмотрели запись, и считают, что им удалось заснять призрака. То есть он не видел его, да? Зрители тоже считают, что это скорее всего призрак. Но что вы думаете об этом? Кевин, охотник за призраками, случайно заснял призрака, когда зашел на дьявольскую тропу? А вы что думаете об Я просто думаю, что так как человек в поисках всякого мистического и призрачного, то грех было бы не сделать что-то на канале. Ну, типа, не увидеть такое живыми глазами, это реально, ну, мистика получается, правильно? Тут он заметил. Но я склоняю все к тому, что, скорее всего, если бы я занимался подобной штукой в плане попытки запудрить мозги зрителям и напугать их чем-то, то скорее... Да блин, да я бы столько всего придумал. Короче, просто есть ли в этом смысл? Надо отдельный ролик снять, как бы я сам мистифицировал какие-то видео. Как вам идея? Так, ладно, смотрим дальше. Некоторые люди, оказавшись в пещере, снимали на камеру ее глубины и запечатлели нечто поистине жуткое. Это же канализация. Вот Какая что разница, они пусть будет засняли. пещера. Взгляните. Te lo juro que había algo Так. ahí. Créeme que yo no me hubiera llamado si hubiera visto algo. Вот видите, нам даже толком не объяснили. Я так понимаю, что какие-то рабочие с канализацией, да, там трубу прорвало или еще что-то в этом роде. Они приехали, такие бригады, и такие, давай там что, будем сейчас монтировать, ремонтировать. А сколько их, трое сидят. А четвертый, он блогер просто. И он постоянно держит телефон на старте. Всегда все снимает просто. Вот. И тут просто будет сейчас совпадение. Es que yo
iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. No, cierra esa vuelta. Cierra esa vuelta y- Ahí en la parte alta. Крупно. Что это? Мы видим только два черных глаза и странную фигуру, похожую на пришельца. Она выглядит слишком реалистично, чтобы быть А настоящей. это случаем Она не из не под- этого, не из Марвела, которая с усиками была-то, как ее. Пишите в комментариях, если помните, как ее зовут. Вот она. Подвижно и движется плавно, как будто это маска, которую кто-то надел на край обрыва. Мы не нашли никакой дополнительной информации об этом в интернете, напарник поэтому угорает. мы передаем слово вам. Можете ли вы что-нибудь узнать об этом видео? У вас есть какие-нибудь теории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Имени Тревор ехал ночью по дороге во время своего недавнего путешествия по Гале и, проезжая мимо, заснял нечто поистине Так, у нас опять пугающее. какая-то езда. Уже сколько, да, мы видели там в дороге, кто-то что-то замечает, посмотрим, это... Кто-то пробежал. Это мог быть Мишка. Из темноты леса справа от нас выныривает какая-то странная фигура. Что могло бродить по лесу в 3 часа ночи? Действительно, у нас же в И лесу кроме заметьте, людей это никого существо нет. передвигалось на 2 ногах, а не на 4, как это делают обычные дикие животные. Это разглядел. В Наягале, известном своими озорными обезьянами и странными происшествиями, часто пугающими туристов. Но с каких это пор Сами ответили обезьяны сейчас, стали да? вести ночной образ жизни? С другой стороны, что если это было нечто Ну просто все случается в жизни. Всегда что-то происходит. Может быть, его изгнали из племени, я не знаю. Нарекли ночным досмотрящим. Нужно было территорию про. Я не знаю. Ну, тот случай, когда у тех людей, кто ну, может это объяснить, такие типа, да не, это точно не обезьяна. Как они что, ночью, что ли? Они по-любому спят. Никогда ничего такого подобного не видели. более зловещее, например, криптозоолог или Или инопланетянин. криптовалютер. Вы Убегал. можете сами решить, что это было. Это видео, снятое на ТикТоке, привлекло всеобщее внимание, хотя изначально оно было опубликовано в индонезийском твиттере пользователем по имени Ганг. Я видел еще подобное, Гаст по-моему, описывает в твиттере, китайском что он ехал видео. из Сурабаи, Индонезия, на Бали и был первым Посмотрим. пассажиром, севшим в самолет, который в тот момент был практически пуст. Во время посадки он снял видео, чтобы показать его своей жене. Просмотрев запись позже, он заметил нечто очень Это странное. выглянет. Это мы в какой-то видели, видео в каком-то видели. Видели в каком-то видео. Una Black V. В одном из Твою кресел мать. сидел Сейчас перебью его. Смотрите, ребят. Подобное мы уже видели. Почему я говорю подобное? Потому что, по-моему, из того, что мы видели в прошлом ролике, был не такой самолет. Я обычно такие видео, если мне попадаются, я их, естественно, убираю, чтобы не повторяться, да, что все мои вот видео, они практически без повторений. И здесь я сейчас хочу вот те, кто смотрит мои видосы давно, вот спросить, именно этот видос мы видели? Или все-таки это похожий? Потому что одно дело, когда из-за кресла выглядывает, мы там девушку видели, а здесь как будто мужичок. И второе мы видели, когда где сумки хранятся, там якобы девушка лежала. Мне кажется, это немножко другой. темная нечеткая фигура, которая, кажется, двигается. Однако, когда Гаст проходит мимо этого кресла, оно оказывается пустым. Видео Денга набрало более 14 миллионов просмотров, и многие зрители предполагают, другое что видео. таинственная фигура может быть духом умершего пассажира. Что вы Да думаете ну об на, этом? прям в этом самолете? Напишите мне об этом ниже. Около 5 утра на темной колумбийской дороге видеорегистратор зафиксировал Еще то, чего водитель не заметил в дорога. тот момент. Однако, когда через несколько минут он попал в аварию, все стало еще страшнее, когда он стал искать запись, запрошенную полицией. Посмотрите сами.
Я прям очень внимательно смотрю. Опа, кто-то идет, кто-то. И тут сейчас комментарий. Да как так-то? В 3 часа ночи как может кто-то идти? Да вы что? В белом еще и платье-халате там, не знаю. Как вообще? Да вы... Такое вообще может быть? Кто вообще ночью гуляет? Обычная поездка превращается в пугающее приключение, напоминающее фильм ужасов. Ну-ка. Появляется фигура в белом, которая переходит дорогу, не обращая внимания на приближающийся грузовик. Чё? Эта фигура напоминает женщину в платье, и возникает вопрос, почему она оказалась на улице в столь ранний час. Может, она лунатик? Да. Кроме того, почему водитель не заметил ее, несмотря на то, что она была отчетливо видна на камере? Возможно, это и есть те паранормальные явления, которые мы все так долго искали. Или он не рассказывал? Поделитесь с нами своими мыслями. Работа на складе по своей природе связана с риском из-за тяжелых грузов и оборудования, Ну да. представляющих Грузчиком постоянную работать опасность. такое себе. Однако столкнуться с невидимой силой, которая тащит тебя по проходам с силой 10 человек, это не то, Что? чего можно было бы ожидать. И О-во-во, все же такое мы именно видели это в и фильме. произошло. Посмотрите. Так, смотрим. Твою мать. И утащи... Ай, да господи, ну это явно постановка какая-то. Если не обращать внимания на все остальное, то для этого бедолаги все могло закончиться очень плохо, если бы на него упали коробки с пивом или он ударился о них головой. Кто-то может возразить, что за стеллажом мог прятаться человек, который все это и Да. устроил. Но как тогда объяснить тот факт, что его тащили с такой скоростью на такое большое расстояние? Ну какой-то трос. Это не съемки в Голливуде. Это склад, где ведется видеонаблюдение. Мы, я так скажем, много лет отработал на заводе, и когда ты привыкаешь к работе, и у тебя появляется все-таки какое-то свободное время, потому что ты приловчился к своей работе, бывает такое, что тебе нечем заняться. Ну, бывало такое у каждого на заводе, мне кажется. И много я видел всяких приколов, когда ребята на заводе от нехрен делать что-то делают там. Мы делали какие-то мечи, щиты из чего-то там и угорали. Хайц, хайц, хайц. Ну, ребята здесь решили вот, как бы вот это сделать. Бывает. Кто-то на карах катается, кто-то на рохлях. Ну, в общем, неудивительно. Более того, мы видим только один ракурс, и на нем нет Вот никого, именно. кто мог бы дергать за веревку. Ну, элементарно, если там есть погрузчик, вы прицепляете какую-то веревку к чуваку, здесь камеры не особо, да, классные. Кара могла ехать там где-то за, и его вот так вот тянуть нечеловеческой силой. Другой у меня вопрос. Они в сговоре с охранником, чтобы потом снимать на телефон все то, что отснято на камеру наблюдения. Вот тут уже вопросик. Даже если бы веревка была, представьте, как больно было бы, если бы по вашей коже тащили тонкую проволоку. Так, какой-то Абиадум. Мы ценим его просьбу проанализировать эти тревожные кадры. Опа, это что-то Взгляните. типа кто-то где-то сидит в банке, ну или... Какой-то вот. Никуя! Многие любители паранормальных явлений могут Никуя! объяснить этот инцидент необычным поведением полтергейста в офисе. Однако давайте рассмотрим, что могло произойти на самом деле. Никуя! При ближайшем рассмотрении становится ясно, что такие запросы, как может ли взорваться офисное кресло, довольно часто встречаются в Google. Согласно FlexiSpa, известной марки офисной мебели, офисные кресла действительно могут взорваться, хотя это случается редко. Обычно это происходит из-за там неисправности газлифт. пневматического цилиндра, который регулирует высоту кресла и содержит сжатый газ. Основными причинами таких неисправностей являются производственный брак, перегрузка Ну и бывает. Ну высокая прикинь, это не температура. мистик. Ну так обострешься. Мужику Эти повезло. факторы Или действительно могут объяснить, почему кресло так сильно пострадало. очуметь, вот это да. Что вы Катапульта. думаете по этому поводу? Езда на мотоцикле сопряжена с многочисленными рисками, которые необходимо учитывать. Среди всех этих опасностей этот А человек вот про столкнулся с мотоцикл мы не неожиданным видели. и непредвиденным происшествием.
Куда ты, блин? Я ж прям за него сейчас дернулся. И никого, да? Такого мы не видели Здесь в дороге. есть над чем подумать, поэтому давайте начнем с предыстории. Давай. Человек, который ехал перед ним, утверждает, что он заметил его только в последний момент, но, похоже, он ехал по дороге уже некоторое время, прежде чем тот его догнал. Байкер также упомянул, что он вообще не чувствовал присутствия этого человека, что странно, учитывая, что кто-то или что-то врезалось прямо в его мотоцикл. Ну типа да, по этому Итак, он бы что должен же был. произошло на самом деле? Просмотрев комментарии, некоторые зрители попытались увеличить изображение, чтобы разглядеть лицо, но безуспешно. Фигура похожа на человека. Она одета в обычную одежду, но лица не видно. Так. Ну да. Кроме того, фигура исчезает сразу после того, как байкер проезжает мимо. Довольно подозрительно, что байкер не остановился, чтобы посмотреть, что произошло, хотя, возможно, это просто из-за выброса адреналина. Это случай с дорожным привидением или просто кто-то чудом избежал столкновения. Если вы живете в Великобритании или в близлежащих странах, вы, вероятно, помните недавнее северное сияние, которое привлекло внимание многих людей. В то время как большинству удалось сделать потрясающие снимки, этот человек записал на видео нечто такое, что его так сильно взволновало, что он не мог уснуть и оставил включенным свет в ту ночь. Если вы пропустили это Опа. видео, не волнуйтесь. Его трудно разглядеть, давайте замедлим его и увеличим. На видео видно, как по магазину движется какая-то тень. Какой магазин? Автор видео Ты чё, считает, что это бухнул? человек в цилиндре, но утверждает, что в тот момент рядом с ним А, никого это не было. тот в шляпе который. Может быть, это призрак или какая-то потусторонняя сущность, привлеченная северным сиянием. Новое Редко северное удается сияние. В виде запечатлеть на человека. камеру призрачное видение, Странно. особенно если оно имеет Кажется, такой кто-то характерный прошел. вид. Однако человек использовал длительную выдержку на своем телефоне, чтобы камера дольше оставалась открытой, и можно было получить более детальные снимки движущихся объектов. Этот метод лучше всего работает с фотоаппаратом, но человек не использовал фотоаппарат. Даже учитывая это, страшно представить, что там бродила одинокая фигура. Может быть, это кто-то из другого мира? Вообще хрен Или пойми. просто кто-то, кто случайно попал в кадр, когда пытался сфотографировать северное сияние? Расскажите нам, что вы думаете об Ну, я этом. думаю, что челик какой-то просто прошел. Показано, что пещеры не просто заполнены острыми камнями, и что там не только темно. Под землей скрывается гораздо больше, чем можно себе представить. Такие кристаллы. А, это моя любимая. Болливуд. Ana oğlum. Кто-то орет. Hocam. Позя. Vallahi içeride bir şey var. Var ya burada bir şey sıkışmış bak. Taşın içinde bir şey var. Ой, там что-то шевелится. Услышав Инопланетная странные рожа. звуки, доносящиеся из-под Очень камней, они инопланетная. решили исследовать пещеру. И тогда они заметили странную голову с черными остекленевшими глазами, которая выглядела как у инопланетянина, и эта голова смотрела прямо в камеру. К сожалению, видео слишком короткое, чтобы можно было понять, Вот что это именно. было, Вообще но на нем непонятно. видны некоторые тревожные детали. Хотя вполне понятно, что они испугались и убежали, но всегда подозрительно, когда видео, на котором, возможно, запечатлены паранормальные явления, Знаю. обрывается. Типа того, что понятно, что камера размылена, но похоже очень на как будто вот это нос животного. Ну, грубо говоря, представьте Бэмби. Ну, какого-нибудь олененка. У него же здесь вот черный пятак как бы. И бывают, которые у них черные как бы, ну, скажем так, пятна под глазами, их раскрас. И вот мне вот это напоминает. Опять же, если обращаться к здравому смыслу и не пытаться сейчас фантазировать про инопланетянин. Преждевременно. Да? Может быть, это настоящий инопланетянин, попавший в объектив камеры, или кто-то в костюме? В общем, Если пишите, бы это что было думаете. видео в ТикТоке, то его, скорее всего, назвали бы оборотнем. Возможно, это любитель спелеологии. Филиологии, да, Это любите. было бы очень интересно. Напишите, ребят. не Пользователь Reddit
Друзья, если у вас есть видео, которое мы еще не смотрели в моей рубрике, но вы очень бы хотели, чтобы оно попало в эту подборку, то подписывайтесь в мой телеграм-канал и присылайте ссылки именно туда. Ну а я надеюсь, тебе понравилась подборка и у тебя сложилось мнение о каком-то из этих видео. Обязательно оставляй их в комментарии, я с удовольствием почитаю их. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.